Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Гадаем мы очень просто. Простота заключается в том, что вы задаете тему, я раскладываю 6 карт. И, выкладывая 6 карт, вы из 6 выбираете одну или несколько, одну или две, может быть, да. Одну или две карты и слушайте толкование на свой вариант по теме, которая была задана. Поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, придумывайте темы, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, и спонсорские вопросы или вопросы от спонсоров, они обычно рассматриваются в первую очередь. Также по традиции мы зажигаем свечу. И я, Алехандро, свечу зажигаю. 985-й прямой эфир начинаю. Свечи гореть, правде быть. Амин. Итак, Финканал Плюс готово. Слушаю внимательно. Поехали. Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете выбирать одну карту, можете выбирать 2, 3. Если все 6, то это уж прям вы будете очень внимательно смотреть, да? Они могут быть все 6 негативные, могут быть все 6 позитивные. Здесь есть и хорошие карты в этом ракурсе. Поехали. Итак, ваш Финканал как минимум по кукле Вуду намекает на то, что именно есть какая-то целенаправленная порча от человека, который работает, скорее всего, именно на вас. С вашими артефактами, скорее всего, с волосами, ногтями, кожей, личными вещами, чем угодно, очень близким к вашему физическому телу. Поэтому, как минимум, вот этот способ, да, это способ воздействия, да, поэтому, скорее всего, на ваш Финканал воздействует кто-то с точки зрения негатива явно, не лечит его, скорее всего. Может быть, вы лечите свой финансовый канал с помощью куклы Вуду, но тогда вы и сами знаете, что у вас не все хорошо, по идее, да. Тут нужно понимать, если у вас что-то долго не сходится с деньгами, значит, скорее всего, негатив есть, и он, скорее всего, хронический. На наличие хронического негатива часто указывают проклятия, порчи и какие-то негативные родовые программы, как правило. Здесь, да, если у вас долго, что-то давно с финансами, давненько проблемка уже затянулась. Смотрите, здесь аналогичная карта второй, с учетом того, что вы долго не можете получить то, что ждете. Поэтому, если опять-таки у вас ожидание чего-то достаточно долго, вам обещают, но не дают, значит, что-то с Финканалом у вас проблемка. Первые 3 карты говорят о проблемах. И самая первая карта говорит о серьезной проблеме в вашем финансовом канале. А 2 последующие говорят о ситуативной проблеме. Так, тут, смотрите, вам желательно раскрывать свой финансовый канал. Ваш финансовый канал нуждается в освобождении, да, вот в этой карте, и нужна работа. И эта карта просто говорит, что вы, скорее всего, работаете уже в этом направлении, но, скорее всего, не прилагаете еще тех усилий, которые нужны были бы вам для того, чтобы ваш Финканал освободился, стал более свободным. Поэтому карты говорят о проблеме, которую нужно преодолевать и которую вы, скорее всего, преодолеваете. Но если вы эту проблему сейчас не преодолеваете, значит, вам этот расклад и является тем самым сигналом о том, что нужно уже что-то начинать делать. Вот так. Следующая карта. Эта карта говорит о чем-то очень хорошем, а точнее о том, что у вас Финканал в норме. И, возможно, даже не нуждается в чем-то дополнительном, да, в каком-то дополнительном влиянии. И если у вас действительно все хорошо, и вы выбрали 5-ю карту, а 5-я карта всегда проблематична, сама по себе она на 5-м месте,
то у вас действительно все хорошо. Но если вы хотите, чтобы было лучше, чем есть сейчас, тогда эта карта намекает на то, что вам действительно нужно прилагать еще больше действий. И какие это действия? Ваши физические действия или ваши магические действия, или это действия в комбинации, уже смотрите по ситуации, да, как говорится. Ну, в принципе, лучшая карта из всех здесь в 5-й позиции, поэтому, скорее всего, у вас все ок, но если не ок, добавляйте энергии, да, как говорится, эта карта всегда влияет. Те карты, которые рядом, они влияют. Может быть, вы делали чистки, обряды, ритуалы на раскрытие финканала как по этой карте, так и может быть по этой. И тогда, скорее всего, у вас уже весь негатив, он далеко в прошлом, да, понимаете. Ну и последняя позиция номер 6. Ну, такое. Как бы карта неплохая. Она часто говорит о здоровье, о родственниках и так далее. Смотрите, если вы болеете, если вы болеете, если у вас есть какие-то проблемы с родственниками, и если ваш финканал еще к тому же слабо двигается, тогда негатив есть. Какого рода? Тут уже нужно понимать. Может, это родовые программы работают, может, это где-то приобретенный какой-то негатив, потому что эти карты рядом. Да? Вот. Поэтому я бы так сказал. Ваш финканал по этой карте нуждается в тщательном анализе и, возможно, индивидуальной диагностике. Потому что здесь в комплексе идет и здоровье, и ваша работоспособность. Особенно если вы медлительный, вам лень, ничего не хочется делать. Такой, знаете, как упадок сил. Или просто финканал остановился, то его лучше проверять. Потенциал у вас есть, но куда вы его реализуете, мне непонятно. Да, вот такой вот месседж. Все, в принципе, идем дальше. Спонсор задает вопрос, выйду ли из одиночества до конца года. Смотрим. Ну что, будет ли выход из одиночества? Ну что, готовы? Поехали. Будет ли выход из одиночества? Карта в целом позитивная. В целом. Я скажу, что да, и это, скорее всего, произойдет в сентябре, в августе, осенью. В августе, уже в конце августа и туда сентябрь, октябрь. Ответ – да. Особенно у женщины. Если мужчина смотрит, тоже. Но особенно у женщины. Это больше женская карта. Позиция номер 2. Да, быстро вы найдете какого-то себе партнера. Это такой, знаете, как всплеск гормонов, эндорфинов, адреналина и сексуальных вибраций. Да, быстро. Да и быстро. Позиция 3. Смотрите, здесь аркан Страшный суд. Аркан Страшный суд, он проблематичный. Он связан с какими-то переменами в вашей жизни и избавлением от какого-то греха. Поэтому, по ходу, ваше одиночество, оно просто как бы связано с неким грехом. Что это за грех? Я не знаю. Но он может быть как грехом вашим, так и каким-то негативным аспектом вашей жизни, в том числе и негативным влиянием. Поэтому здесь нужно понять, от чего, от какого негатива вам нужно избавиться. От греха или от чего-то, какой-то проблемы. Избавляясь от этой проблемы, вы выходите из одиночества. Да? То есть вот так. Карта говорит и да, и нет. И здесь больше не вопрос в том, выйдете вы из одиночества, не выйдете. Здесь вопрос больше о том, избавитесь вы от этого греха, да, или не избавитесь. Вот таким вот образом. Понимаете, да? Позиция номер 4. Для вас сейчас, вы не готовы в 4-й позиции. Особенно, если вы выбрали и 3-ю, и 4-ю. А почему вы не готовы? Да вот, опять же таки, рядышком с вами Страшный суд. То есть у вас для того, чтобы наполняться, чтобы наполнить сосуд, его нужно опорожнить. А он у вас полный. У вас есть какая-то, может быть, обида, не закрыт гештальт какой-то. То есть проблема. Вы и так не одиноки, в принципе, по этой карте. И вам и так никто не нужен. Понимаете? Вот такая парадоксальная ситуация. Вам наоборот надо избавляться от кого-то или от чего-то. По 4-й позиции. Позиция номер 5. Для того, чтобы избавиться от одиночества, вам нужно прийти к компромиссу. И, возможно,
нужна алхимия. И, возможно, вам нужно понять, а чего действительно хочет или в чем действительно нуждается ваша душа. Потому что, возможно, вопросом выхода из одиночества вы как бы нивелируете или закрываете от расследования какую-то другую проблему. То есть выход из одиночества не является для вас проблемой. У вас другая проблема. Она где-то вот тут, и она тщательно скрыта. Понимаете, о чем я говорю? Вот прислушайтесь к себе. Если у вас проблемы нету, вы просто одиноки, и все хорошо, окей. Но да, опять-таки вопрос, почему вы опять этого либо не замечаете, либо вы до сих пор одиноки, и это для вас проблема. Потому что у вас проблема есть, но она здесь другая. Позиция номер 6. Вы выйдете из одиночества только при одном условии. Если вы отпустите скорбь, тоску, ностальгию по ушедшему человеку в другой мир, или по человеку, который ушел от вас, или по человеку, от которого вы расстались, особенно если вы считали его родственной душой. И здесь, опять-таки, вопрос не какое время и когда будет ли это, а отпущу или не отпущу. Начиная с этой карты, начинается отпускание. И как только мы это отпускаем, мы запускаем что? Результат, да? То есть мы получаем результат как таковой. Вуаля. И все. Джокер мы доложим сюда, он будет как совет к любой карте. А Джокер звучит таким образом. Действуй в отношении одиночества так, чтобы тебе было комфортно. С точки зрения своего личного здравого эгоизма и, як кажуть, буде тобі щастя. Да, вот так. Вот такая добавочная карта, как некий совет. Так, ну что, друзья, расклад номер 3. Откроются ли дороги? Представьте себе, у вас есть какие-то дороги, но они закрыты. Вот, и вы думаете, откроются эти дороги или не откроются. Откроются ли дороги? Нет, ответ нет. Первая карта. Должно что-то прекратиться. Чтобы открылись дороги, вам нужно что-то закончить. Вы не закончили что-то, поэтому ответ пока нет. Позиция номер 2. Откроются ли дороги? Вряд ли, у вас практически без шансов, и это неудивительно. Рядом очень плохая карта. 2 карты рядом очень нехорошие. Вам нужно прояснять какую-то очень серьезную проблему, решать ее. Ответ скорее нет, чем да по второй позиции, а тут нет. Третье, скорее нет, но вам нужно рисковать. Без риска вы ничего не откроете. Тут очень высокий риск, может быть, даже и не стоит торопиться. Поэтому первые 3 карты говорят о том, что отдумайся, остановись, не торопись. И, возможно, это не твои дороги, не твои пути, может быть, не время, или должно что-то прекратиться, да? Или решится какая-то серьезная проблема. В противном случае ты очень сильно рискуешь. Позиция номер 4, скорее всего, да, особенно если это связано с работой, службой, ну и это по судьбе. Позиция номер 5, скорее всего, да, особенно если это вам по душе, особенно если это связано с мужчиной, с женщиной, особенно если это лично вам так очень хочется, и особенно если это связано с каким-нибудь ресторанным бизнесом или общепитом, как говорится, да, или местом, где питаются, да, люди кушают, выпивают, веселятся. Ну и позиция номер 3, да, особенно если это касается успеха, женщины, рождения ребенка, богатства, здоровья и вообще гармонии. 3 карты да и 3 карты нет. В общем-то, я бы так сказал, эта карта да, но при очень высоких рисках и незащищенности. Ну, поехали. Есть ли сенс возвращать минулое? Да? Ну, смотрите. Если вы не чувствуете, что вам тяжело, то есть если нет ощущения тяжести, то да. Почему? Потому что похоже, что гештальт не закрыт. Но если вы чувствуете, что будет тяжело, несмотря на то, что любой человек вытащит свою ношу, да, всегда, я бы не рекомендовал тогда. То есть, если вы чувствуете, что легко,
тогда да. И если вы чувствуете, что опять, тогда нет. Услышали, да? Я думаю, что вы поняли. Позиция номер 2. Скорее всего, нет. И знаете, вот здесь тот случай, когда говорят, умерла, так умерла. Да? То есть нет. Это нет. Тут без шансов должно быть. Ну и даже вот учитывая то, что здесь десятка и здесь десятка, 20, страшный суд. Вам по второй позиции, скорее всего, ни в коем случае нельзя это делать даже. Понимаете? Позиция номер 3. Вы знаете, здесь тоже ощущение легкости, чего-то нового. Если у вас это есть, легкость и что-то новое, если нету такого, знаете, что вы реанимируете какой-то труп, да, вот условно говоря, то есть ничего такого, если у вас нету. Если вы воодушевляетесь этим, тогда да. Но опять-таки, если вы чувствуете, что это какое-то безумие и вам страшно, тогда нет. Услышали. Позиция номер 4. Ну, здесь какая-то кармическая отработка, карты прямо говорят «да». И у вас должно хватить на это сил. Понимаете, да? Да, и, скорее всего, у вас хватит сил. Но это, скорее всего, связано с работой, с чем-то трудным, то есть с преодолениями каких-то трудностей. Если вы чувствуете, что вы в силах преодолеть эти трудности, тогда да. Окей? Ну, может ли это быть на отношения, да, на работу, на службу, например, какой-то контракт, вот такое, да. Это рыцарь Пентакли, это недоработано что-то. И вы, если вам это выгодно, то да. Позиция номер 5. Ну, здесь, понимаете, вопрос внутреннего конфликта. Я не могу вам сказать «да», но и не могу сказать «нет». Скорее всего, я скажу, что вам нужно успокоиться и, может быть, не сегодня, может быть, немножко отложить этот вопрос. Вот когда улягутся эмоции, рядом очень спокойная карта, а здесь вообще спокойствия нет. Поэтому, если вы не чувствуете покоя там и будете чувствовать, или чувствуете, что там будет капец постоянно, вот такая вот колотнеча, я кажу, да, то скорее нет. Поэтому я скажу так. Хорошенько взвесьте и все. Если вы чувствуете, что не будет покоя, то нет. А если вы чувствуете, что вы сможете спокойно, без конфликтов, в своих интересах, тогда да. Ну, вообще карта говорит, по большому счету, она говорит нет. И задумайся, сможешь ли ты играть по тем правилам, по которым ты пытаешься войти в этот вопрос. Позиция номер 6. Вот эта карта про отношения больше. И она говорит больше «да», чем «нет». Да, особенно если это касается отношений или чего-то, к чему вас постоянно тянет. Вы знаете, как ностальджи. Если это ностальджи, и вам она не вызывает никакого конфликта, и особой тяжести-то нету там, да, тогда да. Что скажет Джокер, да? Джокер говорит, что доверяй своей интуиции, доверяй Луне, да, вот она Луна, да? Доверяй своей интуиции. Ну и если интуиция тебя подводит, то консультируйся с картами Таро. Да? В этом раскладе или на личном раскладе со своим любимым тарологом или тарологиней. Выбор всегда за тобой. Мы же движемся с вами дальше, друзья. Но представьте себе, что у вас есть человек, с которым бы вам хотелось, в принципе, наладить отношения, но вы до конца не понимаете, надо, не надо, наладится, не наладится. Может, вы действительно, больше, наверное, вы хотите, чтобы они наладились, но вы вот и не знаете. Да, вот, скорее всего, этот расклад для тех, кто хотел бы, чтобы наладились. Знаете, спускаю кровь на свече, да, видите, кровопускание свечи сделал, и она, видите, как пошла, ожила. Часто, да, доктора раньше как делали? Пускали кровь, и человек оживал, да, так и здесь. Может быть, чтобы наладились отношения, вам нужно что-то отпустить, запустить какой-то процесс. Может быть, это знак. Подумайте. Просто так ведь не происходит ничего. Мы состоим из чего? Из синтаксиса, из описания, из слов. Мир состоит из описания, да? Благодарю вас, Гуля, за поддержку, за спонсорство, за ваше доверие, за ваше обращение, за вашу обратную связь. И я вам желаю того же, что вы пожелали мне, оно вам вернется, и
наладится. Благодарю, дякую, щиро дякую вам за відгук. Поехали. Наладятся ли отношения в ближайшем будущем? Загаданным человеком. Позиция номер 1. Да. Умеренность. Произойдет какое-то волшебство в вашей жизни, и ваши родственные души объединятся. Возможно, это будет нелегко, возможно, уйдет время, возможно, вы будете доведены до отчаяния, возможно, вы пройдете все этапы испытаний, но таки, да, объединение будет. 7 пентаклей. Да, но при одном условии, даже при 2. Вам нельзя сомневаться, и вам нужно продолжать прикладывать силы. Усилия. Позиция номер 3. Вам нужно отпустить этого человека. Просто отпустите его. Он должен уйти из вашей жизни. Возможно, навсегда, но вам нужно принять это. И, возможно, отпустив, когда-то все наладится. Позиция номер 4. Да, не скоро. И, много должно утечь воды. Да, но не скоро. Позиция номер 5. Очень много зависит от женщины и от власти. Вообще это вопрос женской власти. И тут нужно понимать, ее мало этой власти или ее много этой власти. Причем эта власть не всегда чистая, не всегда честная, не всегда ясная. Не всегда эта магия светлая. Поэтому да, в контексте того, насколько женщина здесь влияет на ситуацию. Если женщина здесь влияет на ситуацию, но этого влияния мало, надо увеличивать это влияние. А если женщина здесь влияет на ситуацию, его много, и оно еще и не чистое, то его нужно, наоборот, уменьшать. Да? Поняли, услышали. Следующее. Позиция номер 6. Страшный суд. Скорее всего, и вам, и загаданному человеку нужно от чего-то избавиться, и чего-то очиститься. Может быть, это прощение, может быть, это какие-то грехи, может быть, это какой-то негатив, что-то на душе. Но страшный суд должен коснуться и вас, и его. И вот после этого страшного суда, возможно, мы посмотрим еще и следующую карту. Поэтому эта карта будет соседствовать, касаться и этой карты. А эта карта будет взаимосвязана с этой предыдущей. Поэтому 7 смотрит 6, а 6 смотрит 7. Туз кубков, да, и здесь нужно очистить свою душу от некой скверны, которая внутри вас, возможно, есть. Обида, зависть, все, что внутри накоплено темного, плохого. Оно должно быть излиться, изойти из вас, и вам будет проще дышать, говорить, общаться, понимать друг друга, слышать и замечать какие-то, возможно, чистые моменты, на которых можно будет выстраивать общение, взаимопонимание, да, и сближение. Обе карты говорят об очищении. И вот эта карта как бы помогает им. Здесь, смотрите, мы видим трио такое, где есть умеренность, волшебство, есть освобождение и есть очищение как таковое. Туз кубков – это чистая эмоция, чистые потоки. Поэтому да. Но здесь эти две карты в контексте «да» после очистки себя внутри. Да, как бы. Может быть, энергии в том числе. Но если вы не привязываетесь к чисткам никак, то вы сами поняли, где да, а где нет. Да? А если нет, то в каком контексте. Вот такой вот момент. Вопрос звучит следующим образом. Что нужно сделать, чтобы раскрыть свой потенциал? Или чтобы найти себя, или чтобы открыть свой ресурс? Может быть, чтобы взглянуть на себя по-другому. Я постараюсь максимально шире дать этот ответ. Да? Итак, поехали. Что нужно сделать для того, чтобы раскрыть свой потенциал, себя, свой ресурс, или что нужно сделать, чтобы ресурс заработал? Нужно начинать реализовывать свой потенциал, свои планы, которые вы откладываете на потом. Вам нужно перестать жить завтрашним днем и начать реализовывать то, что запланировано на послезавтра, завтра. Или реализовывать сегодня то, что запланировано на завтра. Или начать отложенный какой-то свой план. Услышали? Услышали. Туз жезлов.
И тогда пойдет. Вы запустите этот процесс. Если упростить до нельзя, вам нельзя откладывать на завтра то, что нужно делать сегодня. Это вообще идеально карта сюда заходит, да? Окей. Позиция номер 2. Ну, смотрите, для того, чтобы реализовать свой потенциал, вы должны понять, что вы отрабатываете некий кармический момент в своей жизни. Он глобальный. И для того, чтобы этот потенциал заработал, вам нужно понимать, чему именно вы готовы, слышите слово ключевое, готовы служить. Услышьте это. Потому что служба для каждого имеет разный вкус, разное значение. И если для меня и для вас это будут разные понимания. Именно служить, потому что каждый в этом мире предназначен для того, чтобы служить конкретной цели. Чтобы ваш потенциал заработал, нужно понимать, чему вы готовы служить. И все пойдет. Служить. Готовы. Услышали. Так, здесь 10 мечей. Ваш потенциал связан с чем-то неживым. Может быть, ваш потенциал связан с похоронным бизнесом, я не знаю. Но, опять-таки, как сделать так, чтобы потенциал жил или реализовывался? Нужно что-то прекратить. Это карта прекращения. Может быть, прекратить разрушать. Может быть, прекратить возвращать невозвратимое. То есть карта прекращения и карта полной аннигиляции какой-то, да, то есть полной ликвидации. Поэтому, по сути, ключевыми моментами активации вашего потенциала, помимо похоронного бизнеса, да, может быть, вы задумаетесь, всякое может быть, да, здесь это отключение от ликвидации или от энергии смерти, по сути, да, вот так. Может быть, ваш потенциал связан с ушедшим человеком, и вытрачивая энергию на ушедшего человека в другой мир, вы не можете реализовать его в живом, свою энергию в живом мире, понимаете, так тоже может быть. Позиция номер 4. Вам нужно реализовываться на поприще материального чего-то, финансов, строительства, земли. Может, вы хороший агроном, может, вы хороший строитель, может, вы хороший писатель в том числе. Да? Вот вы такой вот земной человек. По сути, ваш потенциал и земная жизнь, и реализация планов на Земле – это знак равенства. Но для того, чтобы все-таки этот потенциал активировался, вам нужно перестать бояться тратить деньги или свой ресурс. Нет, это не обязательно деньги, но в деньгах тут ключик тоже может быть. Вам нужно начать тратить ресурс свой на себя, для себя. По чуть-чуть, может быть, не так сильно, не все сразу, но по чуть-чуть, по капельке. То есть ключ в чем открытие вашего потенциала? Перестать быть жадным по отношению к самому себе. Или скупым по отношению к себе. То есть чуть-чуть, потихонечку больше тратить на себя, чем на окружающих. Вы больше, скорее всего, все-таки альтруист, вот, чем эгоист. Больше альтруист, чем эгоист. И вам надо чуть-чуть больше стать эгоистом, чем альтруистом. Наоборот, да? Подрегулировать. Пятый вопрос. Вам нужно, вот очень просто, это же карта вот проста, как божий день. Вам нужно прекратить бояться проиграть и бежать от своей неудачи, особенно в прошлом. И все. Смотрите, какая шикарнейшая карта, да? И больше всего вы боитесь... Кого вы здесь больше всего боитесь? Напишите ответ в комментарии или в чате. Кого именно вы здесь больше всего боитесь? Из этих друзей, которые бегут сзади. А может быть, вы боитесь именно того, кто убегает. Позиция номер 6. Для того, чтобы раскрылись вы и ваш потенциал, вам нужно открывать дорогу. Но все это будет с отпусканием прошлого. Не иначе. И все это будет сделано с любовью и во имя любви. Особенно с противоположными полами, хотя если у вас полы одинаковы,
Вы тоже имеете на это право, как говорится. Как-то так. Будет ли беременность, запятая, исполнится ли заветное желание? Будет ли беременность, исполнится ли заветное желание? Ну что, заветное желание плюс? Это что, в 49 еще вполне все возможно. Ну, тоже там нюансы, конечно. Поехали. Итак, кто смотрит на беременность, кому надо, кто смотрит на заветное желание, главное, с заветным желанием, да, вот, ну, как говорится, совладать, да, и понять, какое у вас заветное желание. Будет ли беременность заветное желание? Ну, насчет беременности вряд ли. Заветное желание только путем неимоверных усилий. Суть вашего исполнения желания – это борьба. Прекратите борьбу – не исполнится. Продолжите борьбу – имеете шанс. Услышали, да? Позиция номер 2. Да. И беременность, и деньги особенно. Роскошь, достаток. Да. Позиция номер 3. Да. Особенно в контексте счастья, если беременность для вас счастье, да. Ну и вообще, если ваше заветное желание, оно такое заветное, что вы прям счастливы от этого, аж прямо вы расплываетесь, да, потоками, то да, конечно, да, десятка кубков. Ну, как я могу сказать, что нет. Позиция номер 4. Так, здесь нужно немножко прикрыть. Отшельник. По отшельнику здесь вопрос в исцелении. Поэтому, если вы исцелитесь, тогда да. А если не исцелитесь, тогда, возможно, и нет. То есть здесь нужен целитель как таковой. Возможно, доктор, специалист какой-то, да, может быть, человек, который будет помогать этому процессу. Поэтому вам нужен мудрый целитель, скорее всего. Но карта говорит «да» при наличии мудрого целителя. В одиночку вы это вряд ли преодолеете, поэтому вам нужен помощник, как говорится. Позиция номер 5. Вряд ли и этой целью или этим вопросом вы обманываете себя или хитрите, или что-то здесь не то. Возможно, это не ваш вопрос, возможно, это не ваш ответ, но что-то здесь не то с этой целью, с этим желанием, ну и, может быть, с этой беременностью в том числе, по 5 вопросу. И позиция номер 6, здесь тоже очень сложная карта. Ваше желание, как и беременность, связано с рисками. И вот если вы не боитесь этих рисков и последствий, тогда это возможно, но все последующие карты за этой, они только отягощают момент. И эта карта здесь является символом того, что там дальше будет тяжелее и хуже. Поэтому да, если вы не боитесь последствий. А есть еще такая пословица: будьте осторожны со своими желаниями и мечтами, они имеют свойство сбываться. И лично я на практике в своей жизни, у меня было такое, что моя мечта сбылась, а я такой: ого, нифига себе, да. То есть, не всегда в позитивном ключе. Поэтому здесь вот да, но с большими рисками. Как беременность, так и то, о чем вы так вожделеете, да, или так хотите, заветная мечта. Друзья, как мне поступить на распутье дорог? Так мы завернули, да? Не без помощи Андрея. Поехали. Вам надо не торопиться. Все тщательно продумать. Если вы уже понимаете, что время пришло, и что вы все взвесили, вы просто должны понять, что вы двигаетесь правильно. Позиция номер 2. Вот на этом распутье вам нужно просто допустить, что может произойти все, что угодно.
И если это вас не пугает, двигайтесь дальше, используя интуицию. Позиция номер 3. На распутье дорог. Вам нужно быть предельно внимательным, решительным и понимать, для чего вы это делаете, и осознавать последствия. Неважно, на каком распутье вы стоите, важно понимать, к какой вы цели идете. И на этом распутье дорог нужно выбирать ту дорогу, которая ближе ведет вас к своей цели. На распутье дорог вам нужно действовать активно, дерзко, резко, грамотно, продуманно и решительно. На распутье дорог вам нужен медиатор, посредник, учитель, духовный лидер, наставник или проводник. Пользуйтесь любым из этих пониманий, из этих моментов, да, или из этих людей. Вот, и доверяйтесь не только интуиции, но и разуму и опыту другого человека. То есть вам желательно, чтобы был проводник, посредник и человек, который бы вам, может быть, подсказал или настроил вас на что-то. Почему? Потому что, может быть, у вас не хватает просто решительности, может быть, вам не хватает своей точки зрения или чужой точки зрения, но вам не хватает диалога, а, возможно, внутренний диалог все никак не заглохнет. Поэтому наставник и проводник вам в этом может помочь. Ну, вот такой вот момент. Вуаля. Который, посмотрите вопрос, что он скрывает от меня. Это может быть одна карта, может быть комбинация карт. 2-3. Начнем с первой. Он скрывает от вас что-то очень важное для вас. Это важная карта всегда. То есть он скрывает что-то важное. Что именно? Ну, я же не знаю, что для вас может быть важное. Смотрите какие-то другие карты. Это как бы вводное. То есть уже это важно для вас. Если особенно вы выбрали первую карту, то это для вас точно будет важно. А что важно, будете смотреть следующую карту. Позиция номер 2. Ну, не следующую, а следующие, которые вы загадали. Поэтому еще успеете загадать, может быть, вы только одну загадали, только первую. Так что посмотрите, может, какой-то вариантик еще вы успеете загадать, да? Если что, ставьте на паузу. Если что. Позиция номер 2. Ну, это, скорее всего, он скрывает то, о чем вы тревожитесь. Он может вас также обсуждать, этот человек, и он будет скрывать. Но, тем не менее, скорее всего, он скрывает от вас то, что он вас обсуждает, и то, о чем вы тревожитесь. А о чем вы тревожитесь, знаете только вы. Он что-то скрывает о связях и о родственниках. Или о связях, или о родственниках. И о связях, и о родственниках. Или о родственных связях он может скрывать от вас. Скрывает треугольник. 4-я позиция. Треугольник скрывает. Позиция номер 5. Не знаю, что он от вас скрывает, но здесь что-то нечисто, и тут реально присутствует мистика. Возможно, есть соперник или соперница. Особенно, если вы это чувствуете на уровне подсознания. Ну и последнее, он скрывает что-то нечистое. Самайн — это у нас праздник Хэллоуина, поэтому здесь рядом элементы мистики, поэтому, скорее всего, вам это подскажет или интуиция, или раскроется что-то темное, поэтому какая-то темнота, и она важна для вас. Все аспекты по-своему напряженные, но самыми такими легкими аспектами является вот здесь. Вот эта вот карта. То есть она самая безобидная. Ну и вот это важная, да. Тоже смотрите, особенно если вы брали какие-то комбинации. Ну вот такие вот моменты. Пожалуйста. Всем, кому помогло. И сегодня на вольной теме я дам ключи вам, ключики, да. Ну, ключевые слова к карте. Как гадать на вольную тему? У вас может быть один вопрос, а может быть 6 разных вопросов.
Придумайте себе важный для вас один или несколько вопросов, запишите их по порядку и привяжите их к той или иной карте. Да? То есть, например, первый вопрос к первой карте, второй ко второй, или там первый к шестой, второй к третьей и так далее. То есть вопрос, есть карта, привязывайте свой вопрос к карте. Карт будет 6 штук. Я поднимаю карту, вы смотрите на нее, и согласно своему вопросу, который к нему привязан, вы сами себе даете ответ. Я не даю ответ. Но сегодня я вам просто дам ключевые слова, которые могут вам подсказать ответ, который вам нужен. Ну, это для тех, кто ленится на самом деле. Например, выйду ли я замуж? Вы привязали к этой карте, к примеру. Или будем ли мы вместе? Вы привязали к этой карте, к примеру. Или там увижусь ли я с этим человеком, к примеру. Или будет ли у меня финансами все хорошо на работе. Понимаете, да, вот так. Поэтому у вас есть время для того, чтобы привязаться. Всего карт на столе 6 вариантов и может быть 6 разных вопросов. Привязывайтесь. На время просмотра я сделаю музыку немножечко погромче. Поэтому, если вы смотрите ночью или в наушниках, будет немножко громче, но она не будет громче, чем мой голос прямо сейчас, поэтому просто имейте в виду. Вольная тема плюс, и мы начнем. Пишите, пожалуйста, в комментарии. Вольная тема плюс. Сам себе таролог еще эта тема называется. Иногда она даже называется сам себе психолог. У нас могут быть и психологические вопросы. Итак, друзья, я уверен, что каждый из вас смог сформировать для себя, сформулировать для себя свой важный для вас на сегодня, на здесь и сейчас вопрос. И вы готовы присоединить и уже присоединили свой вопрос к той или иной карте и готовы сами себе дать ответ на ваш самый важный, сформированный и присоединенный вопрос. Мы с вами начинаем. Карта номер 1. Ключи к карте. Аркан Звезда. Не скоро, но все правильно. Еще один ключ. Надежда есть. Позиция номер 2. Ключами к этой карте являются упорный труд, терпение и труд. Все перетрут. Возможно, но больше сил. Позиция номер 3. Ключами к этой карте является регулировка вашего внутреннего баланса. Брать, давать. Все зависит от того, как вы можете давать и как вы можете брать. Отрегулировав этот момент, откроется поток. И это не обязательно финансовый поток, но поток будет. Позиция номер 4. Двойка мечей. Как бы ни было трудно, ключом к этой карте является: вам нужно принять решение или смириться. Что выберете вы? Ответ за вами.
Позиция номер 5. Ключами к этой карте являются цель, любовник и направление. Используя эти ключи, возможно, вы получите желаемое. Позиция номер 6. Королева Пентаклей. Управление, контроль, достаток, забота, семья и благодать являются ключами к этой карте. Все это вы можете получить, если прислушаетесь к советам по этой карте. Друзья, я благодарен всем, кто сегодня появился, проявился, возвратился, объявился, нарисовался, представился, показался в моем мире. Благодарен за ваши вопросы, за ваше внимание, за ваши донейты, поддержку, за ваше спонсорство. Благодарен за то, что вы есть в моем мире. И надеюсь, что у вас аналогичное чувство в обратном направлении. Все буде добре. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. І все буде добре. До зустрічі. Па-па. Побачимось.